Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно двух очень интересных вещей. Бронепробиваемость и прочность корпуса, или же рейтинг брони, называйте как вам более удобно. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если вы хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. Давайте-ка немножечко вводной информации. Бронепробиваемость — это один из множества параметров, которым обладает любое вооружение. Этот параметр отражает показатель брони корпуса корабля, которая пробивается без потери урона. Величина наносимого урона корпусу цели определяется по линейному закону и рассчитывается следующим образом. Урон корпуса равно наносимый урон умножаем на бронепробиваемость и делим на прочность корпуса корабля. Ох, сколько же здесь будет интересной информации. Прочность корпуса, также рейтинг брони, характеристика корпуса корабля, которая определяет, как конкретное оружие будет наносить урон корпусу цели. В целом, у больших кораблей, как правило, высокие значения прочности корпуса, но чем меньше корабль, тем меньше у него параметр прочности корпуса. Это значение специфично для каждой модели корабля и не может быть улучшено или изменено иным образом с помощью инженеров или установкой другой брони корпуса через меню услуг станции снаряжения. Данный параметр неразрывно используется с бронепробиваемостью орудий. В тех случаях, когда по цели ведется огонь разъедающими снарядами, будет считаться, что бронепробиваемость любого вооружения, ведущего огонь по этой цели, повышается на 20 единиц. Вот что делают, кстати, коррозийные пушки. Вот вам, пожалуйста, рейтинг прочности корпуса у разных кораблей. Табличка. А теперь мы все это дело протестируем одним интересным образом. Мы возьмем корабль маленького размера и корабль большого размера и сделаем им одинаковое значение корпуса. При этом, чтобы были одинаковые резисты. Так можно сделать, сейчас покажу как. Берем Кобру МК-3, ставим усилители корпуса стражей. Получаем следующее значение: 2169 корпуса. При этом резисты практически неизменны, потому что что? Правильно, усилители корпуса стражей повышают резист к каустику и чуть-чуть к теплу. Стрелять мы будем механикой. Ну, то есть кинетическим уроном. И Анаконда, конечно же, 2159 брони. Резисты вы, собственно, видите. Сейчас будем посмотреть. И да, по поводу рейтинга брони. Прочность корпуса — это оно и есть. В то время как у Анаконды 35, а у Анаконды 65. Разница, ну, чуть ли не в 2 раза. Посмотрим, как будет с уроном. По бронебойности этих пушек следующие значения. Многостволка 3-го размера 54. 2-го размера 37. Ну и 1-го 22. У 4-й, если что, 68. Тут еще одно такое дельце. Нам нужно будет стрелять фиксами, а не гимбалами, и стрелять в одну точку. И желательно не попадать по внешним и внутренним модулям, чтобы урон не проходил по ним, а чтобы шло исключительно по корпусу. Сейчас поясню. Перед вами Кобра. Тут показаны ее орудийные гнезда и различные вкусняшки, которые тут можно будет ставить. И как вы видите, в этом месте и в этом практически ничего нету. Поэтому можно смело будет туда стрелять. Но, естественно, мы не будем ставить большое количество внутренних модулей, только лишь усилители корпуса. Это про дополнительное оборудование. И вот наша любимая Анаконда. Также смотрим все вот эти вот различные места, где что-то может быть. И приходим к выводу, то, что у нас и есть, в принципе, свободное место. К примеру, место, куда ставится истребитель. Просто не ставить туда модуль с истребителем. Тут неплохой же вариант вроде как, да? Также боковые части. Как видите, вот эти вот места, они тоже свободные. Небольшой моментик, кстати. В игре у нас это показано как рейтинг брони. Но на Кориолисе почему-то прочность корпуса. То это правильно. Я буду называть это рейтинг брони, чтобы потом не было никаких проблем у вас в плане понимания, что это такое. Коброчка. У нас сейчас первая пушка. Буду заострять на этом момент, потому что что? У Кобры рейтинг брони 35 единиц. У нас сейчас пушечка первого размера, и бронебойность у нее 22. Давайте будем стрелять целую минуту, посмотрим, что у нас будет. Также будем делать, собственно, с другими пушками, потом перейдем к Конде, бла-бла-бла-бла-бла. %% корпуса, при этом все его внутренние модули не получили урона. Все ушло исключительно в корпус. Хорошо, давайте попробуем вторую пушку. А у второй у нас следующая ситуация.
плане бронебойности. 37 единиц. Выше, чем рейтинг брони у Кобры. Надо переставить вот так вот. И начинаем. Минута у нас прошла. Все внутренние модули у нас целы. При этом мы сняли 42% корпуса. Разница на самом деле большая между первой и второй пушкой. Но разница в уроне у нас здесь не такая большая. Здесь урон в секунду у первой 8,6, а здесь у нас уже получается 15,6. Давайте-ка, знаете что? Возьмем вторую пушку и пойдем на анаконду. Напоминаю, у кораблей одинаковое количество корпуса и одинаковые резисты с помощью усилителей корпуса стражей. Анакондочка, точно та же самая пушечка. Давайте-ка постреляем. Здесь рейтинг брони, напоминаю, 65. %27% корпуса мы сняли против 42 у Кобры. Давайте-ка немножечко поднимем градусы, возьмем пушку третьего размера. Ну и естественно, все внутренние модули здесь абсолютно целы, на себя урон они не взяли. Третья пушечка, у нас у нее бронебойность уже 54. Давайте смотреть. Ну, перезарядочка. Получается, мы сняли с вами 65% корпуса. И при этом, конечно же, внутренние модули у нас не пострадали. Все то же самое у нас. Показываю на всякий случай, чтобы потом самому не запутаться, когда буду все это дело монтировать. Стреляем. Мы сняли 47% корпуса. Хоть и разница в рейтинге брони довольно большая, чуть ли не в 2 раза, разница в том уроне, какой мы наносим, не такая уж-то и большая, скажем так. Естественно, внутрянка вся у нас целая. Давайте-ка мы это дело повысим до пушечки 4 размера, почему бы и нет. Но прежде давайте глянем Type 10, корабль, у которого самый большой рейтинг брони, 75 единиц. Интересно, что будет с ним по сравнению с Анакондой и Коброй. Да, у Type 10 тоже есть такая схемочка, где можно посмотреть, что у него и как. Будем, наверное, лупить в крылья, либо в его волшебный спойлер, который по-любому все оттанчит. И модули не получат урона. Ну, суть вы поняли. У Type 10, если что, точно такое же количество корпуса, плюс-минус 10-20 единиц по сравнению с Коброй и Анакондой. Давайте-ка дело это мы посмотрим. Также точно используем третью пушку. Мы сняли точно так же 47% корпуса. Интересно. Реально интересно. Рейтинг брони у этого корабля повыше. А вот теперь давайте-ка повысим до 4-й многостволочки фиксовой и посмотрим, что у нас будет. У этой пушечки бронебойность уже 68 единиц, что выше рейтинга брони Кобры, выше рейтинга брони Анаконды, но ниже рейтинга брони Type 10. Давай-ка посмотрим, что у нас будет сейчас. Мы сняли 89% корпуса. По модулям все цело. Наша всеми любимая Анаконда. Смотрим. Ну, сняли целых 62% корпуса. При этом, при всем у нас здесь все целое. Берем Type 10. Type 10.
Интересно, не правда ли? Сняли 81% корпуса. Каким-то волшебным чудом. Не понимаю как. Что думаете по этому поводу? Реально что-то странное, потому что как бы рейтинг брони здесь вообще-то выше, чем бронебойность данной пушки. Какие-то непонятные непоняточки у нас происходят. Это максимально странное говно. Повторюсь, у нас рейтинг брони у Тайпа 10 75. Бронебойность у 4 многостволки 68. Оно меньше, чем рейтинг брони. И нанесли каким-то волшебным образом больше урона. Давайте-ка сделаем по-другому. Кое-что добавим у инженера. Чтобы, так сказать, нивелировать данный момент, чтобы у нас бронебойность была выше, потому что на Вики написано то, что коррозийка добавляет 20 единиц бронебойности. Сейчас мы это проверим. И да, я показывал значение корпуса на Кориолисе, Анаконды и Кобры. Давайте-ка я еще закину сюда, вот как выглядит фит Тайпа 10. Надеюсь, не забуду. Ставим вместительный магазин. Да, здесь урон в секунду выше там на 11% из-за повышенной скорострельности, но сравнивать мы будем, как работает коррозийка с этими кораблями, а не как коррозийка работает с этими кораблями по сравнению с обычной многостволкой. А коррозийка имеется в виду следующее: разъедающие снаряды. Летим и смотрим. Смотрим, как это у нас будет происходить. Вначале с Коброй. Ну, Кобра развалилась. Наша всеми любимая Анаконда. Интересно, что будет с ней. Осталось 12% корпуса. Давайте-ка посмотрим, что у нас с модулями. Они все целехонькие. Ваши ставки, что сейчас произойдет, потому что я, честно, даже не знаю. Прошло меньше минуты, прошло 45 секунд, и уже как бы 4% достреливать не буду, потому что хочется посмотреть, что происходит с внутренними модулями. Они целые. Так вопрос, какого черта такое вообще происходит, когда рейтинг брони здесь больше? Так должно работать? Или это тоже поломано? Как и многое в Elite Dangerous, я уже честно не знаю. Вот таким вот образом, друзья мои, в этой игре работает у нас бронебойность и рейтинг брони. До какого-то момента все нормально, ясно и понятно, а потом начинается какая-то несусветная дичь. Правда, не понимаю. Ладно бы такое было бы на коррозийке, можно было бы спустить все это дело на нее, так это и на обычной многостволке. Вспомните, 62% корпуса было снято у Анаконды, и 81% корпуса был снят у Тайпа 10, у которого рейтинг брони 75 против 65 у Анаконды. При этом бронебойность пушки обычной многостволки 4 размера 68, что меньше рейтинга брони данного корабля. Я не понимаю, как это работает. Либо все поломано к херам, извините, либо я тупой. Я, наверное, так и назову данное видео, потому что я не понимаю. Что-то очень странное и непонятное для меня. Но для вас, скорее всего, вы все знаете, все расскажете об этом в комментариях. Плюс, наверное, даже запущу обсуждение в своем телеграм-канале касательно данной проблемы. Ссылочка на телеграм, естественно, в описании. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное в описании под видео. Все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся мы с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет, что возможно. Придумал некоторый челлендж для элиточки. Всех обнял, до встречи.